Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я приготовила вот такие вот замечательные, простые слитки. Вяжутся они несложно, выглядят очень красиво и эффектно. Данные слитки можно связать как однотонные, так и цветные, как в моем случае. Слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав: 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 миллиметра. На данные слитки ушло примерно 70 грамм пряжи. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся с принципом вывязывания вот такой вот модельки слитков. Как вы уже можете заметить, слитки вяжутся из такой вот заготовки. В данных слитках имеется два шва. Один шов идет по подошве, но шов аккуратный, совершенно незаметно, никаких выпуклостей, как с лицевой, так и с изнаночной стороны нет. Второй шов идет по подъему слитка. Но для каждого вот эта вот длина заготовки будет разная. Высота моей заготовки 11 сантиметров. Я свои слитки вяжу на размер ноги 37-38. И для 37 размера соответствует длина стопы 23,5 сантиметра, а для 38 размера 24,5 сантиметра. Я возьму среднее значение 24 сантиметра. Я сбоку оставлю таблицу, где вы сможете посмотреть длину стопы в сантиметрах для вывязывания нужного размера. Так как моя заготовка будет идти с двух сторон слитка, получается с одной и со второй стороны, поэтому я данные 24 сантиметра умножу на 2, и это у меня получается 48 сантиметров. Далее от 48 сантиметров я отниму 15% на растяжение, так как пряжа очень хорошо тянется. Получается 40,8. Я округляю данное значение в большую сторону до 41 сантиметра. И далее нам нужно связать образцы вот этими вот узорами, платочными дорожками и вот такой вот английской резинкой со смещением петель. И измерить плотность нашего вязания. Это для того, чтобы определиться, сколько петель мне нужно будет набрать. Получается, у меня в данном узоре платочными дорожками в 1 сантиметре 1,68 петли. Если вдруг у вас примерно такое же значение, тогда можете вязать моими же размерами. Получается 41 сантиметр, который я рассчитала, умножу на плотность моего вязания, именно платочными дорожками 1,68 петли. И получается, для вывязывания заготовки именно платочными дорожками в самом начале я буду набирать 69 петель. Далее я также связала образец вот этим вот узором. Английская резинка со смещением петель. Раппорт данного узора составляет 16 рядов, но данные ряды повторяются. Одна полоса, это половина нашего узора, вывязывается одним цветом. Вторая полоса, это вторая часть нашего узора, вывязывается вторым цветом. Просто смещаются вот эти вот объемные дорожки в шахматном порядке. Раппорт данного узора в ширину составляет 2 петли, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные петли. Поэтому для вывязывания вот этого вот узора у вас должно на спице располагаться нечетное количество петель. И далее во втором раппорте вот эта вот полоса, именно последняя, голубым цветом, я буду убавлять петли. Если вам понравилась данная модель слитков, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас набрала на спицу 69 петель. Вы набираете изначально столько петель, сколько вы рассчитали для своего размера ноги, чтобы получить необходимое количество сантиметров. Кончик оставляем немножко длиннее, чем обычно, чтобы этим кончиком сшить шов слитка. Первый ряд у нас будет идти по изнаночной стороне.
Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая на протяжении всего вязания. И далее весь ряд я провязываю лицевыми петлями. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Мы с вами провязали первый ряд по изнаночной стороне. Переворачиваем наше вязание на лицевую сторону и далее будете вязать самостоятельно. Всего нам нужно провязать еще 9 рядов. Как с лицевой, так и с изнаночной стороны мы провязываем все петли постоянно лицевыми. Первую кромочную будем постоянно снимать, не провязывая. Последнюю кромочную провязывать изнаночной петлей. Получается, второй ряд мы провязываем лицевыми петлями с лицевой стороны. Третий ряд также лицевыми петлями с изнаночной стороны. И так далее. Четвертый ряд с лицевой стороны, пятый ряд с изнаночной стороны. Встретимся, когда вывяжем еще 9 рядов лицевыми петлями. Я провязала самостоятельно 9 рядов. В самом начале один ряд мы с вами вместе провязали. Всего получается у нас здесь провязано 10 рядов. Если посчитать по платочным дорожкам, первая, вторая, третья, четвертая, пятая платочная дорожка. Сейчас мы с вами, получается, провязали лицевой ряд, переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и в следующем изнаночном ряду мы с вами будем убавлять петли. Так как узоры у нас очень отличаются, после того, когда мы в самом начале связали образец вот этим вот узором, мы измерили плотность нашего вязания. И у меня получилось для моего размера ноги, мне нужно сейчас убавить 16 петель до 53 петель. Получается, в следующем ряду по изнаночной стороне я буду убавлять 16 петель. Убавляйте петли равномерно по всей спице. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, следующую петлю провязываю лицевой. Следующие 2 петли я провяжу вместе, также одной лицевой за верхние правые стеночки. Таким образом мы с вами убавили первую петлю. Далее я провязываю 2 лицевые петли. И следующие 2 петли также я провяжу вместе одной лицевой. Убавили вторую петлю. Далее обратно 2 лицевые петли. Следующие 2 петли я также провяжу вместе, убавили третью петлю. И таким образом я по всей моей спице равномерно буду убавлять 16 петель. Вы убавляете столько петель, сколько вам нужно под вашу плотность вязания. Если вы вдруг по вашему образцу рассчитали, что вам надо убавить на пару петель больше, либо на пару петель меньше, убавляйте соответственно столько петель, сколько вы рассчитали именно в этом ряду. Главное для этого узора, чтобы у вас на спице сейчас после вывязывания данного ряда с убавлениями петель получилось нечетное количество петель. Получается, после того, когда я убавила петли по изнаночной стороне, у меня сейчас на спице располагается 53 петли. У вас это может быть другое количество петель, если вы вяжете ваш следок на другой размер ноги, либо плотность вязания у вас отличается от моей. Если померить в сантиметрах, высота нашей данной заготовки составляет примерно 4 уже сантиметра. И далее мы будем начинать вывязывать раппорт нашего узора. Первый ряд по лицевой стороне. Первая кромочная петля снимается не провязывая на протяжении всего вязания. Далее провязывается одна лицевая петля. Следующую петлю мы должны снять, не провязывая вместе с накидом. Рабочую нить располагаем перед вязанием. И получается, снимаем петлю вместе с накидом. Вот таким вот образом. Данные 2 петли с накидом составляют раппорт нашего узора. Получается, одна петля провязывается лицевой. Далее располагаем нашу рабочую нить перед вязанием. И снимаем следующую петлю вместе с накидом. Вот таким вот образом, не провязывая.
Получается 1 лицевая. Можете изначально сделать накид, следующую петлю снимаем, не провязывая. Получается также обратно лицевая петля, следующую петлю снимаем, не провязывая, вместе с накидом. Лицевая петля, следующую петлю надо снять, не провязывая, вместе с накидом. И таким образом вы провязываете полностью весь ваш ряд до самого конца. В самом конце у нас на спице остается 2 петли. Я провязываю лицевой петлю и последнюю петлю провязываю изнаночной. Мы с вами провязали первый ряд данного раппорта узора. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее у нас идет изнаночная петля, одиночная, без накида. Располагаем рабочую нить перед вязанием и снимаем данную петлю, одиночную, с накидом, не провязывая. Далее у меня идет петля вместе с накидом, вот такая вот двойная. Мы эти двойные петли будем постоянно провязывать лицевой. За верхние стеночки провязываем накид и петлю лицевую одной лицевой. Вот таким вот образом. Все очень легко, главное разобраться. Данные 2 петли с накидом составляют раппорт узора в ширину. Далее у меня идет одиночная петля. Я располагаю рабочую нить перед работой и снимаю данную петлю вместе с накидом, не провязывая, вот таким вот образом. Далее у меня идет петля вместе с накидом, вот такая вот двойная. Я ее провязываю обычной лицевой. Получается накид вместе с петлей провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки. Повторяем раппорт. Петлю снимаю вместе с накидом, не провязывая. Двойную петлю провязываем одной лицевой. Петлю снимаем вместе с накидом, не провязывая. Следующую двойную петлю провязываю лицевой. Петлю снимаю вместе с накидом, не провязывая. Вот таким вот образом. Следующую петлю провязываю лицевой. Довязываем таким вот образом весь наш ряд до конца. В самом конце последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Мы с вами провязали второй ряд по изнаночной стороне. Далее у нас идет третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И сразу на левой спице у меня идет двойная петля, то есть петля вместе с накидом. Мы эту петлю двойную вместе с накидом провязываем одной лицевой за верхние правые стеночки. Следующую одиночную петлю мы провязываем с накидом. Располагаем рабочую нить перед работой и данную петлю снимаем, не провязывая, вместе с накидом. Данный раппорт узора в ширину повторяем. Двойную петлю мы провязываем лицевой, одиночную петлю снимаем, не провязывая, вместе с накидом. Двойную провязываем лицевой, одиночную снимаем, не провязывая, вместе с накидом. 1 лицевая, следующую петлю вместе с накидом сняли, не провязывая. И таким образом мы провязываем весь третий ряд. Далее 4, 5, 6 и 7 ряд вы будете провязывать самостоятельно. Это получается 4 ряда с 4 по 7. Получается как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Одиночные петли мы снимаем вместе с накидом, не провязывая. Двойные петли, которые у нас располагаются уже на спице с накидом, мы их провязываем одной лицевой петлей. Встретимся в начале 8 ряда. Я провязала самостоятельно, получается, 4, 5, 6 и 7 ряд. Вот таким вот образом у вас должен выглядеть ваш узорчик. После провязывания 7 рядов мое полотно составляет 5,5 сантиметров. Далее, начиная с 8 ряда, я буду присоединять нить персикового цвета. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали половину вот этой вот подошвы и эту голубую часть.
Сейчас будем начинать вывязывать персиковую часть. Различие голубой части от персиковой, что мы наш узор сместим на одну петлю. И вот эти вот объемные дорожки будут располагаться в шахматном порядке. 8 ряд. Прикладываем нить персикового цвета. Первую петлю провязываем лицевой, так как у нас меняется цвет рабочей нити. Голубую рабочую нить мы не обрезаем. У нас с этого края будет располагаться 2 рабочие нити. И далее мы все петли будем провязывать изнаночные. Только смотрите, каким образом. Получается, у меня сейчас идет на спице одиночная петля. Мы ее так и провязываем одной изнаночной петлей. Далее у меня идет на спице петля с накидом двойная. Я провязываю, получается, петлю вместе с накидом одной изнаночной петлей. Данные 2 петли составляют раппорт нашего узора. Получается, одиночную петлю провязываем изнаночной обычной петлей. Далее у меня идет петля с накидом двойная. Также провязываю накид и вот эту вот петлю как одна изнаночная петля. Получается, как изначально при вывязывании данного узора у нас было 53 петли в моем случае, так и сейчас, когда мы провяжем полностью весь ряд, у нас также должно будет получиться 53 петли, не больше и не меньше. Получается одиночная петля, двойная петля, одиночная, двойная. Таким образом мы провязываем полностью весь наш ряд. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Довязываем таким вот образом ряд до конца. После того, когда вы убедились, что у вас на спице располагается нужное количество петель, в моем случае это 53 петли, далее с 8 по 15 ряд мы будем провязывать все петли именно ниточкой персикового цвета. Далее у меня получается идет 9 ряд по лицевой стороне. Первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. И далее, чтобы сместить наш узор на одну петлю, мы будем начинать первый ряд вывязывать со снятой петли. Снимаем петлю, не провязывая на левую спицу вместе с накидом. Вот таким вот образом. Вот у нас накид и снятая петля. Следующую петлю провязываю лицевой. Данные 2 петли вместе с накидом составляют раппорт нашего узора в ширину. Располагаем рабочую нить перед работой, снимаем, не провязывая данную петлю на левую спицу вместе с накидом. Вот у нас накид располагается. Следующую петлю провязываем лицевой. Обратно снимаем, не провязывая петлю вместе с накидом. Следующую петлю провязываю лицевой. И таким образом мы провязываем весь 9 ряд. Перед началом вывязывания 10 ряда у нас с этого края располагается 2 рабочие нити. Мы перекрутим 2 эти нити между собой вот таким вот образом. Мы делаем это для того, чтобы по данному краю больших протяжек у нас не получилось. Далее вы будете перекручивать данные 2 рабочие нити перед каждым изнаночным рядом. 10 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее у меня идет двойная петля. Я ее, получается, провязываю одной лицевой. Следующая одиночная петля я снимаю, не провязывая, с накидом. Располагаю рабочую нить перед работой и снимаю вот таким вот образом, получается, вместе с накидом, не провязывая. Далее обратно двойную петлю я провязываю лицевой. Одиночную следующую петлю я буду снимать, не провязывая. Можете сделать накид и снять петлю. Получится также. Двойную петлю я провязываю одной лицевой. Одиночную петлю снимаю, не провязывая, вместе с накидом. И таким вот образом я буду провязывать весь ряд до конца. Последнюю кромочную петлю мы постоянно провязываем изнаночной петлей. Довязываем данный ряд до конца самостоятельно. 10 ряд мы полностью провязали до конца. Далее 11, 12, 13, 14 и 15 ряд вы будете провязывать самостоятельно. Получается 5 рядов.
как в лицевом, так и в изнаночном ряду получается одиночные вот эти вот петли мы будем снимать, не провязывая вместе с накидом. Петля с накидом, то есть двойная петля, будет провязываться одной лицевой петлей, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Встретимся в начале 16 ряда. Я провязала самостоятельно 5 рядов ниточкой персикового цвета. Вот таким вот образом сейчас на данный момент выглядит наш узорчик. Рабочую нить персикового цвета мы обрезаем немножко побольше. На данный момент эта нить нам больше не нужна здесь. Берем с данного края нить голубого цвета, и именно 16 ряд мы начинаем провязывать ниткой голубого цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И получается 16 ряд мы будем провязывать все петли изнаночными. Только двойные петли мы будем провязывать как одна изнаночная петля. Одиночные петли мы будем провязывать также одной изнаночной петлей. Двойную петлю вместе с накидом провязываем изнаночной петлей. Обычную петлю одиночную также провязываем изнаночной петлей. И таким вот образом мы провязываем весь ряд. И как раз проверяем, чтобы никакие петли у нас никуда не убежали. У меня как было изначально 53 петли, так должно эти 53 петли и остаться на спице. Мы с вами провязали 16 рядов данного раппорта узора в высоту. Если померить в сантиметрах, у меня сейчас на данный момент 8 сантиметров высота моей заготовки. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали голубую вот эту вот полосу и персиковую. И сейчас мне нужно провязать голубую полосу. Но при вывязывании данной полосы мы будем с вами убавлять петли. У меня сейчас на спице располагается 53 петли. Я маркерами сейчас выделяю центральные 3 петли. Получается, у меня с одной стороны получилось 25 петель до первого маркера, и со второй стороны 25 петель. Посерединке я выделила маркерами именно центральные 3 петли. И данные 3 петли мы будем провязывать в лицевом ряду лицевыми петлями, в изнаночном ряду изнаночными петлями. Получается, у нас данные 3 петли будут провязываться лицевой гладью. Убавлять петли мы будем в каждом лицевом ряду. В изнаночном ряду убавлять петель мы не будем. Получается, перед первым маркером мы будем провязывать 3 петли вместе одной лицевой петлей, и после второго маркера 3 петли вместе одной лицевой петлей. Таким образом, у нас за один лицевой ряд убавится 4 петли. Начинаем провязывать первый ряд раппорта нашего узора ниточкой голубого цвета уже с убавлениями петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее начинается раппорт узора наш в ширину. Одна петля лицевой провязывается, следующая петля снимается, не провязывая. Рабочую нить располагаем перед работой и снимаем вот таким вот образом вместе с накидом, не провязывая данную петлю. Данные 2 петли и накид составляют раппорт данного узора в ширину. Так же, как мы с вами и провязывали ранее данный узор. Получается, одна петля провязывается лицевой, следующая петля снимается, не провязывая, рабочая нить перед работой. Снимается вместе с накидом. Одна петля лицевой, следующая петля вместе с накидом снимается, не провязывая. И таким образом вы будете провязывать далее, пока у вас до первого вашего маркера не останется 3 петли. У меня до маркера остается 3 петли. И провязываем данные 3 петли одной лицевой за задние и нижние стеночки, получается с наклоном влево. Хорошо нить при этом затягиваем. Перебрасываем маркер на правую спицу, и центральные 3 петли во всех лицевых рядах мы будем провязывать обычными лицевыми петлями. Первая, вторая и третья. Второй маркер перебрасываем. И сразу после второго маркера мы провязываем во всех лицевых рядах 3 петли вместе, также одной лицевой петлей, только уже с наклоном вправо. Для этого я переверну данные 3 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху.
И провязываем за верхние правые стеночки данные 3 петли одной лицевой с наклоном вправо. Нить подтягиваем хорошенько, чтобы в данном месте не образовывалось никаких дырочек. Далее я смотрю по моему рисунку. У меня вот под петлей именно персиковым цветом идут изнаночные дорожки. Поэтому мы сейчас, чтобы наш рисунок сместился, провязываем первую петлю обычной лицевой петлей. Следующую петлю снимаем, не провязывая рабочая нить перед работой. Снимаем вместе с накидом. Далее провязываем 1 лицевая, следующую петлю снимаем, не провязывая вместе с накидом. 1 лицевая, следующую петлю снимаем, не провязывая вместе с накидом. И таким образом довязываем данный ряд до конца самостоятельно. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее у меня идет одиночная петля. Я ее снимаю, не провязывая вместе с накидом. Двойную петлю провязываю 1 лицевой петлей. Далее петлю снимаю, не провязывая вместе с накидом. Следующую двойную петлю провязываю 1 лицевой. Петлю снимаю, не провязывая вместе с накидом. Далее двойную петлю провязываю 1 лицевой. И таким образом вы будете провязывать далее, пока у вас не останется до первого вашего маркера 1 петля. У меня до маркера первого остается 1 петля. И сейчас данные 5 петель, получается 3 центральные петли, 1 петля с одной стороны и 1 петля со второй стороны. Провязываются все данные 5 петель обычными изнаночными петлями. Получается первая изнаночная петля, маркер перебрасываем, вторая изнаночная, нить подтягиваем, третья, четвертая, маркер перебрасываем и 5-я изнаночная петля. Также рабочую нить хорошенько подтягиваем. И после того, когда вы провязали в данные 5 изнаночных петель, мы заканчиваем вязать данный ряд уже узором. Получается, далее у меня идет одиночная петля, я ее снимаю, не провязывая вместе с накидом. Двойную петлю провязываю лицевой петлей. Одиночную петлю снимаю, не провязывая вместе с накидом. Двойную петлю провязываю 1 лицевой петлей. И таким вот образом будете провязывать до конца весь ряд. Последняя кромочная петля будет провязываться изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу. Двойная петля 1 лицевой провязывается, одиночная снимается, не провязывая вместе с накидом. Таким образом я вяжу далее до того момента, пока у меня до первого маркера не останется 3 петли. У меня до маркера осталось 3 петли, получается 1 одиночная петля первая, вторая петля вместе с накидом двойная и третья петля одиночная. И данные 3 петли я буду провязывать 1 лицевой с наклоном влево. Ввожу спицу во все 3 петли, включая накид, и за нижние стеночки провязываю данные 3 петли с накидом 1 лицевой петлей. Нить хорошенько подтягиваем. Маркер перебрасываем. Далее провязываем 3 лицевые петли между маркерами. Второй маркер перебрасываем. И следующие 3 петли я должна также провязать вместе 1 лицевой петлей, только уже за верхние стеночки, получается с наклоном вправо. У меня сразу после маркера получается идет 1 одиночная петля, это первая, вторая петля вместе с накидом двойная идет и третья петля одиночная. Вот эти вот все 3 петли, включая накид, я провязываю 1 лицевой за верхние стеночки. Нить хорошенько подтягиваем. Далее довязываем данный ряд по рисунку. Получается, двойную петлю провязываем лицевой петлей. Одиночная петля снимается, не провязывая вместе с накидом. Двойную петлю провязываю лицевой, а одиночную снимаю вместе с накидом.
Таким образом вы провязываете данный весь ряд до конца. Следующий 4-й ряд по изнаночной стороне провязываем самостоятельно. Также двойные петли одной лицевой петлей, одиночные петли снимаем не провязывая вместе с накидом. Получается, мы провязываем данным узором, не довязывая одну петлю до маркера. Далее 5 петель, получается центральные 3 петли между маркерами, которые находятся, и 2 петли по бокам от маркеров будем провязывать изнаночными петлями. И далее продолжаем вывязывать раппорт нашего узора. Получается, одиночные петли снимаем не провязывая вместе с накидом, двойные петли провязываем одной лицевой. Провязываем, получается, 4-й ряд самостоятельно. 5-й ряд по лицевой стороне. Получается, провязываете данным узором самостоятельно сейчас, не довязывая 3 петли до первого маркера. Провязываем как обычно. Двойные провязываем лицевой петлей, одиночные снимаем не провязывая вместе с накидом. У нас до первого маркера осталось 3 петли. Одна одиночная петля первая, вторая петля двойная с накидом и третья одиночная петля. Я их должна сейчас провязать за нижние стеночки все эти петли одной лицевой петлей, получается, с наклоном влево. Нить хорошенько подтягиваем. Маркер перебрасываем, далее провязываем 3 лицевые петли между маркерами. Второй маркер перебрасываем. И следующие 3 петли мы также должны провязать, только уже с наклоном вправо. Одна одиночная петля у меня идет, далее двойная с накидом и третья одиночная. Ввожу спицу во все данные петли и провязываю за верхние стеночки одной лицевой петлей. Вот таким вот образом мы с вами убавили петли. Далее довязываем до самого конца данным узором ряд самостоятельно. 6-й ряд по изнаночной стороне вы провязываете самостоятельно. Получается, центральные 5 петель вы провязываете изнаночными петлями, все остальные петли провязываете данным узором. Встретимся в начале 7-го ряда. 7-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее данным узором провязываем все петли, не довязывая 3 петли до первого маркера. У меня до маркера осталось 3 петли, и данные петли я буду провязывать одной лицевой петлей с наклоном влево за нижние стеночки. Нить хорошенько подтягиваем. Маркер перебрасываем, далее 3 лицевые петли. Второй маркер перебрасываем. И следующие 3 петли я также должна провязать одной лицевой петлей. За верхние стеночки я данные петли провязываю одной лицевой петлей. Хорошенько нить подтягиваем. Далее довязываем этот ряд нашим узором до конца самостоятельно. Мы с вами провязали 7 рядов второго раппорта в высоту. Вот таким вот образом выглядит наша заготовочка. У меня сейчас на спице располагается 37 петель. Убавлять петли я больше не буду. Высота моей заготовки 9,5 сантиметров. Если примерить данную заготовку на данный момент на вашу ногу, вот таким вот образом она должна у вас сидеть на вашей ноге. Далее обычными платочными дорожками я буду провязывать вот эту вот персиковую полосу. Узор мы больше с вами не вывязываем. И если вдруг у вас ножка сильно узкая, вот в этой части, именно в следующем ряду, когда я буду провязывать, вы можете убавить пару петель. Если у вас ножка стандартного размера, то вяжите так же, как и я. Убавлять петли я больше не буду. Получается, у меня сейчас на спице располагается 37 петель. И эти 37 петель я буду вывязывать далее. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону, и один ряд по изнаночной стороне мы провяжем именно ниточкой голубого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее я буду провязывать все петли лицевыми, не изнаночными, как мы обычно бы провязывали, а лицевыми. Получается, изначально идет одиночная петля, я ее так и провязываю одной лицевой петлей.
Далее у меня идет двойная петля вместе с накидом. Я, получается, накид и петлю провязываю одной лицевой петлей. И таким образом мы будем провязывать далее. Одиночная петля провязывается лицевой петлей. Далее двойная петля провязывается также лицевой петлей. Получается, у меня в этом ряду должно будет получиться 37 петель. Петли у нас чередуются: одна одиночная, вторая двойная. Мы с вами дошли до средней части, где убавляли петли. Получается, петлю до маркера провязываем одной лицевой. Маркер снимаем, он нам больше не нужен. Далее 3 центральные петли провязываем также лицевыми. Второй маркер снимаем. И далее обратно все петли лицевыми. Чередуются у нас одна обычная одиночная петля, вторая двойная вместе с накидом. Нитку голубого цвета мы обрезаем немножко побольше, чтобы сшить буквально вот этот участок. Далее присоединяю нитку персикового цвета, и этой нитью мы закончим вывязывать наш следок. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как меняется у меня цвет рабочей нити. И далее все петли я буду провязывать лицевыми. Хорошо нитку подтягиваем, чтобы нигде у нас не образовывались дырочки между петлями. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Довязываем таким вот образом ряд самостоятельно до конца. Один ряд персиковой ниточкой я до конца провязала. Далее самостоятельно будем провязывать еще 3 ряда этой нитью. Все петли провязываем лицевыми как в лицевом ряду, так и в изнаночном. Один ряд самостоятельно мы провязываем по изнаночной стороне, второй ряд по лицевой стороне и третий ряд по изнаночной стороне. Всего вместе с этим рядом, который мы уже провязали, у нас провяжется ниточкой персикового цвета 4 ряда. Если в платочных дорожках у нас должно образоваться в полотне 2 платочные дорожки именно ниточкой персикового цвета. Я провязала самостоятельно 3 ряда именно ниточкой персикового цвета, все петли лицевыми, как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Далее мы петли просто закрываем. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующая петля провязывается лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом мы с вами закрыли одну петлю. Далее также одну петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом мы закрывать будем все наши петли до того момента, пока у нас не останется на левой спице только одна вот такая открытая петля. Закрываем далее самостоятельно. Данный край сильно не затягиваем. После того, когда вы закрыли все ваши петли, вы край разровняйте, чтобы ничего не стягивало ваше полотно. И у вас остается вот такая одна открытая петля. Рабочую нить мы обрезаем и данный кончик продеваем в открытую петлю и затягиваем. Вот такая вот заготовка для следка у нас с вами получилась. Осталось ее только сшить. И следок на этом готов. Что касается кончиков, каждым цветом я буду сшивать отдельный промежуток. Получается, вот этим вот кончиком я сошью буквально 2 платочные дорожки. Далее голубым вот этим кончиком я сошью голубую полосу. Персиковым кончиком я сошью персиковую полосу. И последним голубым кончиком я сошью вот эту часть и всю подошву. Поэтому оставляем 1, 2, 3, 4 кончика.
2 голубых, 2 персиковых, остальные все кончики мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Приступаем к сшиванию слитка. В иголочку с широким ушком я вдела кончик от персиковой нити. Изначально я ввожу спицу за 2 дужки кромочной петли, это для того, чтобы соединить данные два края. И теперь смотрите, каким образом мы будем именно сшивать этот вот шов по подъему. Данный шов мы будем сшивать не за кромочные дужки петель, а вот эти вот дужки, которые располагаются сразу за кромочными, и они у нас относятся именно в этой части к платочным дорожкам. Получается, ввожу иголочку за дужку от платочной дорожки с одной стороны и со второй стороны. Иголочку обязательно ввожу снизу вверх в следующую платочную дорожку с одной стороны и со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. Вот таким вот образом мы сшили с вами именно персиковую часть. Далее вот эту вот ниточку выводим на изнаночную сторону и обрезаем. Далее вот эту вот голубую часть я буду сшивать ниткой голубого цвета. Продолжаем уже сшивать узор нашего слитка. Сшиваем таким же образом не закромочные вот эти вот петли, а внутренние петли, которые располагаются сразу за кромочными. Ввожу иголочку за вот эти вот внутренние петли, которые располагаются сразу за кромочными. Иголку ввожу снизу вверх с одной стороны и со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. Вот таким вот образом у нас сшивается данный шов. Далее самостоятельно дошиваем вот эту вот полосу голубого цвета и таким же образом персиковую полосу сшиваем. Я, получается, сшила вот эту вот всю часть. Далее берем ниточку голубого цвета. И если у вас большой кончик остался, тогда этой нитью будем сшивать остальной наш шов. Если она у вас коротенькая, данная нить, лучше вдеть тогда другую нить. Так как у меня рабочая нить находится вот в этом месте, сейчас сквозь кромочные петли я проведу рабочую мою нить вот сюда. Протянула рабочую нить, разровняем край. И теперь таким же образом мы будем провязывать вот этот вот далее шов. Ввожу иголочку снизу вверх за внутренние дужки, которые располагаются сразу за кромочной петлей с одной стороны и таким же образом со второй стороны. С одной стороны и таким же образом со второй стороны. Далее у меня идут платочные дорожки, поэтому я буду вводить в дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей, но относится к платочным дорожкам с одной стороны и со второй стороны. У меня до конца шва осталось примерно 3 платочные дорожки. И чтобы пяточка не была сильно острой, смотрите, каким образом мы будем сшивать. Я ввожу сейчас иголку, получается, в одну платочную дорожку за дужку, вторую дужку уже второй платочной дорожки и третью. Вот таким вот образом. С этой стороны также. За одну дужку от первой платочной дорожки, за вторую дужку от второй платочной дорожки и третью. Вот такой вот шов у нас с вами получился по задней части слитка. И далее нам с вами осталось сшить нашу подошву. Подошву, смотрите, каким образом мы будем сшивать. Ввожу иголочку снизу вверх за дужку от кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. Получается, в кромочной петле у нас 2 дужки. Одна дужка ближе к изнаночной стороне располагается, вторая дужка ближе к лицевой стороне располагается.
получается с одной стороны. И таким же образом со второй стороны. Иголочку вводим снизу вверх за дужку, которая располагается именно от кромочной петли ближе к лицевой стороне. В следующую кромочную дужку петли с одной стороны и со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. И таким образом мы будем сшивать далее до тех пор, пока у меня здесь вот в самом конце не останется примерно около 8 петель. Далее мы эти 8 петель просто между собой стянем. Сшивайте далее самостоятельно. Вот такой вот шов аккуратный у нас с вами получился. Так он выглядит с лицевой стороны. Вот так вот с изнаночной стороны. Никаких выпуклостей, ничего нет. Далее мы шов наш разровняем. И у нас осталось примерно с вами петель 8. Я продеваю иголку во все наши 8 петель. И стягиваю их между собой. Далее рабочую нить выводим на изнаночную сторону. Вот эти вот стянутые петли между собой еще пару раз прошьем, чтобы никаких отверстий, дырочек у нас не образовывалось. Далее этот кончик прячем по изнаночной стороне и обрезаем. Вот такой вот красивый у нас следок с вами получился. Шов один. Вот это вот второй наш шов. Все смотрится очень красиво и аккуратно. И после того, когда мы с вами сшили все швы, спрятали кончики, вот такой вот интересный результат у нас с вами получился. Если вам понравилась данная модель следков, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.